Здорово. Короче, ребят, началось лето, а поэтому я считаю, что время сделать новый видос. Но не по осе, а по тройке. Вот что вы знаете о дрифте? Это специальная техника прохождения поворотов за счет управляемого заносом. Эта культура появилась в Японии и в современном виде развивалась благодаря нелегальным уличным гонкам по серпантинам. Я поинтересовался, возможно ли заниматься дрифтингом в играх GTA. Если насчет пятерки, четверки или Сан-Андреса все понятно, там есть отдельные дрифт-сервера, например, GTA Drift Paradise, то что насчет Вайсы и тройки? Если на Vice City еще есть что-то путевое, какие-либо моды на дрифт, то в тройке нет ничего. Поэтому я захотел сделать полноценный рабочий дрифт в GTA 3. Хотя бы аркадный, но все же. Как я говорил, особо ничего путевого в модах для тройки я не нашел. Придется вмешиваться в файлы игры и менять настройки автомобилей. Для этого нам нужна сборка GTA 3. Мою кайфовую современную для игры в 60 кадров на любом ведре можно взять в моем ТГ, где собственно и будет модифицированный файл с управлением авто с дрифт настройками. Итак, заходим в сборку, папка дата и теперь ищем файл handling.kfg. Этот файл отвечает за управление транспортом. Листаем вниз и видим следующую картину. Кучу непонятных цифр напротив названия каждого транспорта. Выбираем нужный транспорт, который вам хочется, и ставим такие настройки для дрифта. Фул строку я оставлю в описании, можете ее копировать и менять настройки абсолютно любого транспорта в игре. Готовый файл, как я сказал, можете найти в моем ТГК. Я изменил настройки управления для Sentinel Мафии, скорой помощи, Сталиона, Гепарда, полицейской машины, Стингера, Стингера Якутса и, конечно, Банши. Благодаря таким настройкам мы получаем аркадный, но зато очень прикольный и простой дрифт. Что важно знать, так это за что отвечает каждое числовое значение. Например, U отвечает за угол выворота колес. Это очень важная вещь, которая отвечает, насколько трудно будет контролировать автомобиль в заносе. Лучшие значения находятся от 50 до 60. O, она отвечает за разгон автомобиля. Для новичков лучше всего выбрать 100-130, потом можно 150-200. Учтите, что чем больше это значение, тем легче машина разгоняется, уходит в занос и теряет управление. N точно не скажу, но оно имеет отношение к максимальной скорости. Лучше всего держать это значение на том, какое у меня, то есть 880. А оно отвечает за подвеску, на ее мягкость, что тоже влияет на дрифт, ставьте на свое усмотрение. А B отвечает за дорожный просвет. Чем он меньше, тем машина ниже к земле. Если поставить значение меньше минуса 0,1, то машина попросту не поедет и застрянет в земле. Короче, можно изменять значения, но некоторые на свой страх и риск, иначе игра может просто крашить. Чтобы кинуть машину в занос, можете либо раскачать ее кнопками вправо-влево, либо же применить ручник. На слух может показаться, что так все и было, но нет. Можете сами посмотреть на измененное поведение этих автомобилей. Нелепо закончилась наша любовь, и счастье уплыло на берег.
После базы, что я дал, следует рассказать о лучших локациях для тренировки дрифта. Тут все очень ситуативно. Если вам нужно тренировать простое прохождение поворотов, то следует выбирать места, где много поворотов. Логично. Различные перекрестки, аэропорт, больница на Стаунтон-Айленд. Если вы хотите научиться совмещать дрифт с высокими скоростями, причем на живых улицах Либерти, то вам следует поездить по главным улицам, где много трафика, либо же заехать в какой-нибудь тоннель и попробовать строить шашки там, при этом по максимуму стараясь использовать дрифт. Вот и все. Вот так просто можно создать аркадный фановый дрифт в такой старой игре, как GTA 3. В комментариях вы можете написать любую идею для челленджа, наподобие тех, которые я делал на своем канале по Вайсе либо Тройке, и я с удовольствием пройду самые интересные идеи. Ну вот еще немножко дрифта, и до скорого.